Привет! Меня зовут Лена. В этом видео я научу вас делать нежный, трогательный, соблазнительный десерт малина-кокос. Кокосовые коржи, нежнейший кокосовый крем, а внутри яркая и сочная на вкус и на цвет малиновая начинка. Как и все на моем канале, без сахара, масла и белой пшеничной муки. Такие ПП-десерты отлично подойдут для ужина и точно создадут романтическую атмосферу. Вложив совсем немного времени и частичку своей души в десерт ко Дню Святого Валентина, вы скажете своей второй половинке намного больше, чем просто открыткой. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Яйца, соль, рисовая мука, кокосовая мука, разрыхлитель, ваниль, малина, сироп топинамбура, агар-агар, рикотта, кокосовый урбич, вода. Первым делом приготовим корж. Для этого нам понадобится 2 яйца. Добавляем полграмма соли и взбиваем до пышной пены. В это время займемся сухими ингредиентами. 25 грамм рисовой муки, 10 грамм кокосовой муки и 4 грамма разрыхлителя. Смешиваем все сухие ингредиенты. Состав у коржа минимальный, и как вы заметили, в нем нет никакого подсластителя. А все потому, что сладость коржам даст пропитка на основе сиропа топинамбура. Но если вы предпочитаете сухие подсластители, то можно добавить их на этом этапе. Яйца взбились, получилась вот такая пышная пена. Добавляем в нее чайную ложку жидкого экстракта ванили и понемногу всыпаем сухие ингредиенты. Каждый раз аккуратно вымешиваем лопаткой. Тесто готово. Для выпечки я буду использовать стальное 16-сантиметровое кольцо с дном из фольги. Можно взять и любую другую форму. Слегка смазываем дно кокосовым маслом и аккуратно перекладываем. Отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. Теперь приготовим начинку из ягод. В блендере у меня 130 грамм малины. Подойдет и свежая, и замороженная, а также другие красные ягоды. Добавляем к ней 50 грамм сиропа топинамбура и тщательно измельчаем. Теперь я пропущу пюре через сито для получения нежного пюре без косточек. Это не обязательный этап, его можно и пропустить. Если вы используете другую ягоду, процеживать пюре не нужно. Половину пюре выкладываем в пиалку, это около 65 грамм. В оставшуюся половину добавляем 1,5 грамма агар-агара, это примерно половина чайной ложки без горки. Из этого пюре мы сделаем мармеладки, сердечки для украшения десертов. Тщательно размешиваем и отправляем на плиту, кипятим 2-3 минуты. Вот такое пюре у нас получилось. Его нужно выложить в форму до того, как пюре остынет. Агар-агар застывает при температуре 40 градусов. Я делаю дно для формы из пищевой пленки. На самом деле в этом случае можно взять любую небольшую крышечку диаметром 6-8 см. Главное, чтобы в нее помещались 2 сердечка. Выкладываем дно формы пищевой пленкой. Благодаря этому потом будет очень просто достать застывший мармелад. Выливаем пюре и разравниваем. Убираем в холодильник. Теперь можно заняться приготовлением кокосового крема. Это очень просто, но результат нереально вкусный. 200 грамм рикотты кладем в блендер. Также нам понадобится кокосовый урбич. Если вы еще не открыли для себя этот чудесный продукт, очень рекомендую попробовать. Это вкуснейшая кокосовая паста, которую можно кушать просто к чаю, а в составе десертов она превосходна. Добавляем 35 грамм урбича в крем. Сюда же наливаем 50 грамм сиропа топинамбура и 1 чайную ложку ванили. Тщательно измельчаем. Вот и все приготовление. Крем готов. Очень нежный и очень вкусный крем. По вкусу он похож на наполнение конфет Рафаэлло, только при этом полностью натуральный и полезный. Удобнее всего будет накладывать крем с помощью кондитерского мешка. Я буду использовать еще насадку, но это не обязательно. Закрываем мешок, закрепляем. Крем готов к использованию. До сборки десертов убираем его в холодильник.
Тем временем наш корж уже готов. У меня корж запекался 30 минут, поэтому немного потемнел. Если вы хотите светлый корж, то просто достаньте через 20 минут. Снимаем фольгу и проходимся ножом по краю формы, чтобы легко вынуть корж и не повредить его. Я использую вот такие пластиковые стаканчики, но можно взять любые стеклянные бокалы или креманки. Нужно вырезать 4 маленьких коржика, 2 по дну стаканчика и 2 диаметром, как средняя часть стакана. Каждый корж нужно обязательно пропитать. Если вы не положили подсластитель в тесто, так как я, то пропиткой будет служить 20 грамм сиропа топинамбура с 20 граммами воды. Если же корж у вас уже сладкий, то можно использовать молоко. Теперь нам понадобится наш крем и начинка. Выкладываем крем, оставляя в середине немного места для начинки. Кладем туда ягодное пюре и накрываем коржом. Пропитываем и повторяем процедуру. Сверху еще слой крема. Осталось вырезать сердечки. Мармелад уже полностью застыл. Я вырезаю сердечки с помощью формочки. Посмотрите, какая красота получается. Очень оригинально и так просто. Вы можете порадовать таким вкусным десертом свою вторую половинку 14 февраля и в любой другой день. Спасибо за просмотр, ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!